Всем привет! Вы на канале Низин Патент Вязания, и сегодня я предлагаю вам связать вместе со мной вот такой интересный новенький узор для летней футболки или кофточки. Очень красиво будет для кардигана, джемпера, палантина, для самых разных изделий. Я вязала свой образец из полухлопка спицами номер 5. Рядом я вам вставлю фото, как смотрится такой узор в готовом изделии. Схему я тоже вставлю. Узор простой, несложный. Здесь несколько раз повторяется один ряд и несколько раз повторяется другой ряд. Все достаточно просто, справятся все. Так выглядит лицевая сторона узора. Так выглядит его изнаночная сторона. У меня здесь 2 раппорта в ширину и 1,5 раппорт в высоту. Если вам понравился узор, не забудьте поставить лайк, подпишитесь на канал, кто еще не подписался, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые узоры. Я вам покажу схему, которую я адаптировала для вас, для легкого восприятия, и мы вместе попетельно разберем эту схему и свяжем образец узора. Перед вами схема узора, которую я подготовила для ее более легкого восприятия. На схеме указаны только лицевые ряды. Это нечетные ряды, и вяжутся они слева направо по схеме, то есть по условным обозначениям схемы. Изнаночные ряды вяжутся слева направо по рисунку, то есть как смотрят петли. Это значит, видим лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды в изнаночных рядах провязываются изнаночной петлей. Раппорт узора вверх по вязанию состоит из 20 рядов. Провязав последний лицевой ряд справа налево по лицевой стороне, мы возвращаемся по изнаночной стороне. Это будет 20 изнаночный ряд. И далее начинаем повторять раппорт узора с первого ряда, с 1 по 20 ряд. Раппорт узора есть и в ряду. Раппорт этого узора это 7 петель, то есть эти 7 петель, которые постоянно повторяются. Для того, чтобы набрать для поворотного вязания необходимое количество петель, нам нужно набрать количество петель, которое делится на 7, то есть кратное 7, плюс добавить 2 кромочные петли и плюс добавить 2 петли симметрии узора. Они нужны, чтобы узор начинался одинаково и заканчивался одинаково. То есть, чтобы здесь, в данной схеме, в начале узора были 2 изнаночные петли, и в конце узора тоже 2 изнаночные петли, чтобы узор смотрелся красиво и гармонично. Какие условные обозначения мы видим на схеме? Кружочки – это накиды. Горизонтальные палочки – это изнаночные петли. Вертикальные палочки – это лицевые петли. Палочка с наклоном влево – это 2 петли вместе, провязанные одной лицевой с наклоном влево. 2 петли вместе с наклоном вправо – это 2 петли вместе, провязанные одной лицевой с наклоном вправо. Плюсики – это кромочные петли. Этот узор можно вязать и по кругу. Для того, чтобы набрать необходимое количество петель для вязания данного узора по кругу, количество петель должно быть кратно 7, должно делиться на 7. Кромочные петли и петли симметрии для вязания узора по кругу набирать не нужно.
При вязании по кругу все ряды мы вяжем справа налево, и четные, и нечетные. То есть все ряды у нас будут лицевые. При этом нечетные ряды мы вяжем по схеме, то есть по ее условным обозначениям, а четные ряды вяжем по рисунку, то есть как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды при круговом вязании мы провязываем лицевой петлей. Петли симметрии при поворотном вязании мы провязываем только один раз в конце ряда. Для образца самым обычным классическим способом набора петель я набрала 18 петель. Это 2 раппорта по 7 петель, 14 петель, плюс 2 кромочные петли, 16 петель, и 2 петли симметрии, 18 петель. И провязала один базовый ряд всеми изнаночными петлями. Первую кромочную петлю я снимала, последнюю провязывала изнаночной бабушкиной петлей. Вот этот изнаночный ряд. Этим я подготовила петли к их правильному положению, так как я вяжу бабушкиным способом вязания. И перешла на лицевую сторону, где у меня красивая косичка наборного ряда. На лицевой стороне. Если вы вяжете классическим способом вязания, то вы уже после классического набора петель, после обычного набора петель, у вас уже петли лежат в правильном положении. И поэтому вы можете сразу после набора петель начинать вязать узор с первого ряда. Или же провязать один базовый ряд также всеми изнаночными петлями или же всеми лицевыми петлями, лишь для того, чтобы выйти на лицевую сторону, где у нас вот такая красивая косичка наборного ряда. Первый лицевой ряд. Вяжем справа налево. Кромочную петлю снимаем. Далее идут 2 изнаночные петли. Провязываем 2 изнаночные петли. В этом ряду их удобнее провязать за заднюю стенку. Далее накид. Делаем накид. 2 петли вместе с наклоном влево. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я сразу провязываю 2 петли вместе, одной лицевой за задние стенки с наклоном влево. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы сначала должны развернуть эти 2 петли, а потом также провязать 2 петли вместе, одной лицевой за задние стенки с наклоном влево. Вот такая красивая петелька с наклоном влево получается. Как развернуть петли, я далее покажу. Одна лицевая петля. Провязываем одну лицевую петлю. 2 петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваем 2 петли. Для этого переснимаем их на правую спицу по очереди, вводя правую спицу сзади работы за заднюю стенку петли слева направо. И переснимаем ее на правую спицу. Вводим правую спицу сзади работы слева направо за заднюю стенку и переснимаем ее на правую спицу. Мы развернули 2 петли. Теперь возвращаем их на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываем 2 петли вместе за передние стенки одной лицевой петлей с наклоном вправо. Если вы вяжете классическим способом вязания, разворачивать петли не нужно. Вы сразу провязываете 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Вот такой красивый наклон вправо получается. Далее по схеме идет накид. Делаем накид.
Один раппорт узора мы провязали. Отделяем раппорты узора друг от друга маркерами. Вешаем маркер, чтобы не запутаться. Вяжем следующий раппорт. 2 изнаночные петли. Провязываем 2 изнаночные петли. Далее идет накид. Делаем накид. 2 петли вместе с наклоном влево. 2 петли вместе провязываем одной лицевой петлей за задние стенки. Лицевая петля. Провязываем лицевую петлю. 2 петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваем эти 2 петли, переснимая их по очереди на правую спицу, вводя правую спицу сзади работы слева направо за заднюю стенку петли. Развернули 2 петли, возвращаем теперь их на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Такая красивая петелька с наклоном вправо получается. Делаем накид. Накид. Все. Я провязала второй раппорт узора. Если у вас еще есть раппорты, вы их повторяете, начиная опять вязать сначала раппорт 2 изнаночные петли, накид. И вот до этой желтой черты повторяете раппорт, вешаете опять маркер, опять повторяете раппорт, вяжете 7 петель раппорта, вешаете маркер, и так до конца ряда. И только в конце ряда провязываем 2 изнаночные петли симметрии. У меня 2 раппорта, я в конце ряда провязываю 2 изнаночные петли симметрия. Мне удобно здесь провязать их бабушкиной петлей за задние стенки. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Разворачиваем работу на изнаночную сторону. Второй изнаночный ряд вяжем слева направо по рисунку первого ряда. Можно смотреть на схему, можно не смотреть. Итак, кромочная петля. Снимаем кромочную петлю. Далее у нас в лицевом первом ряду были 2 изнаночные. Здесь они выглядят как 2 лицевые петли. Вяжем их так, как они выглядят. Вяжем 2 лицевые петли. Далее был накид. Накид в изнаночном ряду. Провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее у нас в лицевом ряду были 2 петли вместе с наклоном влево. Здесь эта петля выглядит как изнаночная. Вот она. Провязываем ее так, как она выглядит изнаночной петлей. Дальше была лицевая в лицевом ряду. Здесь она выглядит как изнаночная петля. Вот, провязываем изнаночную петлю. Далее опять у нас петля выглядит как изнаночная. Такая петля была лицевая, 2 лицевые вместе в лицевом ряду. Здесь провязываем изнаночную, как она выглядит. Накид провязываем изнаночной петлей. Вот здесь накид как-то зацепляется вот за следующую петлю, поэтому пропускать не нужно. Первые ряды хотя бы можно вязать по схеме, вот эти первые ряды. Смотреть на схему, не пропустить накид. Я когда вязала первый образец свой, я пропустила накид. Он как-то зацепился за следующую петлю. Накид изнаночной петлей. И потом мне не хватило петель. Дальше были 2 изнаночные петли. Они здесь выглядят в изнаночную петлю как 2 лицевые. Вот они. Провязываем 2 лицевые петли. Поэтому я сейчас и показываю по рисунку первого ряда, как вязать, чтобы ничего не пропустить. А потом уже пойдет как по маслу. Можно не смотреть потом на схему. Вязать по рисунку потом изнаночные ряды. Далее накид провязываем изнаночной петлей. Уже пошел следующий раппорт. Здесь изнаночная петля. Вот она.
Здесь тоже изнаночная петля. Вот она выглядит как изнаночная. Смотрится как изнаночная. Здесь тоже изнаночная. Провязываем изнаночную петлю. Накид провязываем изнаночной петлей. Вот так его немножко расправляем, чтобы его не потерять. За переднюю стенку. И здесь были 2 изнаночные. По рисунку они в изнаночном ряду смотрятся как 2 лицевые петли. Провязываем 2 лицевые петли. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Разворачиваем работу на лицевую сторону. 3-й лицевой ряд. 3-й лицевой ряд. Вяжет 5-й также лицевой ряд. Все они вяжутся как 1-й, точно так же. Кромочную петлю снимаем. 2 изнаночные петли. На самом деле узор очень просто и быстро вяжется. Все ряды похожи друг на друга. Накид. 2 петли вместе с наклоном влево. 2 петли вместе за задние стенки. 1 лицевой петлей. Лицевая петля. 2 петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваем эти 2 петли, переснимая их по очереди за заднюю стенку на правую спицу. Возвращаем их на левую спицу и провязываем 2 петли вместе, 1 лицевой за передние стенки. Далее у нас идет накид. Делаем накид. Провязали 1 раппорт узора. Маркер, который разделяет раппорты между собой, переснимаем. Вяжем следующий раппорт. 2 изнаночные петли. Накид. 2 петли вместе с наклоном влево. 2 петли вместе за задние стенки. Лицевая петля. 2 петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваем 2 петли. По очереди переснимая их на правую спицу. Вводя правую спицу сзади работы слева направо за заднюю стенку. Затем возвращаем их по очереди на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли и провязываем 2 петли вместе за передние стенки с наклоном вправо. Далее накид. Все. Провязали 2-й раппорт узора. В конце ряда 2 изнаночные петли, симметрия. Провязываем 2 изнаночные петли. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина. Разворачиваем работу на изнаночную сторону. Вяжем его по рисунку, то есть как смотрят петли. На схему можно не смотреть. Кромочную петлю снимаем. 2 лицевые петли. Вот как они выглядят, так и вяжем. Вот лицевые петли. Далее идет накид. Провязываем его изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее у нас здесь идут 3 изнаночные петли. Вот они, 3 изнаночные петли. Так они смотрятся в изнаночном ряду. Эти петли. 3 изнаночные петли. Далее накид. Провязываем его изнаночной петлей за переднюю стенку. И 2 лицевые петли. Накид. Провязываем его за переднюю стенку. Маркер был перед накидом. Дальше 3 изнаночные петли. Вот они, 3 изнаночные петли. Провязываем 3 изнаночные петли. Накид. Провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. И здесь
Провязываем, как смотрятся петли. Провязываем 2 лицевые петли. Они смотрятся как лицевые в изнаночном ряду. И кромочная петля изнаночная бабушкина. Провязали 3-й ряд узора. Провязываем 5-й ряд узора. Вяжется он так же, как 1-й, как 3-й ряд. Вот уже начинает вырисовываться узор. Дорогие друзья, далее самостоятельно вяжите узор по схеме. Вы легко и быстро довяжете раппорт узора вверх по вязанию, так как я рассказала и подробно показала, как вяжется узор, как провязываются условные обозначения во всех рядах. На этом у меня все. Всем легких петелек. Пока-пока.